Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала Семёныч. Как видите, у нас обнова. Данная обнова у нас приехала еще по зиме. Происходило это вот как. Куда дальше? Здесь пока Как видите, приобрели мы грабли-ворошилки ГВВ. Но о них, когда соберем, более подробная будет информация. Также еще, как вы увидели в видео, приехал к нам пресс. Но о нем то же самое будет все попозже. Наступает у нас в селе горячая такая стезя. Это заготовка грубых кормов. Сейчас соберем мы данные ворошилочки. Но новое что не собирать. Это, как говорится, как конструктор для взрослого. И также сделаем техническое обслуживание, большое техническое обслуживание с заменой литовок и многих других элементов данной вот косилочки КДП 4 и 2. Ну как это все будет происходить, буду, конечно же, показывать вам. Ну все, а сейчас приступаем к нашим всем семейным подрядам к сборке данных ворошилок. Продолжаем готовиться к покосу, как я уже и говорил, что сделаем небольшое техническое обслуживание везде и всюду, какое только можно, по возможности. Косилки у нас коснулось, это мы заменили литовки, верхнее полотно и нижнее, как на первом полотне, так и на втором. Данная косилка, как кто уже давно подписан, будет агрегатироваться у нас вот с этим вот трактором ЛТЗ-55А до самого окончания нашего покоса. Дай бог, если все нормально пойдет. Грабельки будут ходить с Т-16, но прежде чем с граблями ему ходить, мы еще тоже навесим на ее косилку. Но это чуть попозже, обязательно вам покажу. Ну а сейчас навешиваем косилочку. Вон он стоит.
Ну вот и все. Один трактор у нас практически готов. Сейчас поднимем полотна и будет ждать он своей участи. Когда отмашку дадим сами себе и поедем. Все, переходим сейчас на Т-16. А эта старушка, наша сенокосочка, ей бог и знает сколько лет. Изначально она была навесная. Сзади навешивалась на МТЗ, там, на Т-25, на ЮМЗ, на любой, в общем, трактор, который с задней навеской. Но она была впоследствии переделана на такую вот подвесную. На Т-16 подвешивается только под брюхо, агрегатируется под рамой. Вот столько вот отверстий технических. На этот трактор самоходное шасси. Какой только техники не навешивается, не агрегатируется с ним. И картофелекопалки, там всякая беда, в общем, до грейферного даже. Ну и эта вот косилочка в том числе. И все, сейчас навешиваем. В помощь по установке косилки нам идет, как видите, погрузчик наш. Охватываем мы вот этой цепочкой, снизу цепляем и поднимаем. С одной стороны у нас крепится вообще полностью на 4 креплениях, 2 из которых вот стальной прут сквозной идет на 20, наверное, или на 18, на 20 скорее всего. А те дальние отверстия на вот такие вот самодельные болты. Вот. И она стоит мертва. Сварка к трактору ничего не приварено, все снимается. Сварка, Владимир Семенович говорит, ничего здесь не приварено, все снимается. Вот просто на стремянках. Ну все, продолжаем навешивать дальше. Осталось нам вставить вот эти вот болты. Ну что, уважаемые зрители, вот и наступил у нас тот самый день, великий день, день начала великого покоса. Наладили мы полностью, навешали на Т-16 вот такую вот косилочку. Смазали, литовки наточили, технику заправили. То есть вот у нас будет Т-16 косить. И будет еще у нас косить ЛТЗ-55А. Он будет у нас ходить с двухбрусочкой. Сенокоска у нас КПД-4. Беспальцевая. Здесь мы вообще полностью новые полотна поставили. Вот они. То же самое, технику заправили. Ну и все. Сейчас, в общем, выезжаем. Встретимся уже на покосе. Погода вроде бы у нас устаканилась. 3 дня назад дождик был хороший. Вот ждали, когда полностью все просохнет, продует. Ну и здесь у нас впереди вроде бы как окошко на недельку. Может побольше, а может и поменьше. Ну, в общем, все. Вперед и с песней. Ну вот, уважаемые зрители, приехали мы на покос. Как видим, в этом году травка немного побольше в сравнении с 2020 годом. Масса, я имею в виду, плотность ее. Как видим, Владимир Семенович пораньше уже уехал на покос. Прошел он уже вот 3 круга, как видим, 6 метров. Ну и мы сейчас налаживаем нашу сенокосочку. И приступаем к скосу травы, к покосу.
Итак, сенокосочку наладили. Все, сейчас Т-16 впереди, я сзади пойду. Ну что можно сказать? Одним словом, сенокос 2021 года объявляется открытым. Как говорится, с Богом. Ну и мы поехали. Не успели приехать на покос. Немножко вот подвалили травки. Но травка все равно вроде бы, что не говорить, с прошлым годом не сравнить. Вон визелек хороший нарос. Костерок есть. В общем, разнотравие хорошее. Морковничек преобладает. Ну и, как говорится, война войной, а обед по расписанию. И как я вот в прошлый раз говорил по поводу вот трактора Т-16, данные ящички можно использовать как барная стоечка. Сейчас пообедаем и снова в путь. Солнце, как говорится, еще высоко. Ну что, уважаемые зрители, вот и сегодняшний день закончился. Солнце уже ушло за горизонт. И закончилась у нас сегодня последняя загонка. На сегодня я имею в виду. Свалили мы сегодня довольно-таки очень много. Владимир Семенович уже, наверное, как часа 3 домой уехал. Ну, правильно, возраст, как-никак. Ну и какие у нас итоги за сегодня? За сегодня у нас итоги какие? Приехали мы, в общем, практически в 11 часов. Ну и сейчас вот 19 минут 11. Практически 12 часов мы проработали. Довольно-таки хорошо. За эти 12 часов у нас что произошло? Было 2 поломки. Ну, одна практически я за поломку не считаю, а вторая, вот эту вот пятку у нас оторвала. Я обычно вот эти вот места, вот пятки, усиливаю, прут навариваю. И вот так получилось, или стечение обстоятельств, ну, когда начал рассматривать, там вот трещина была, и, в общем, наполовину по-живому, а наполовину нет. То ли это так совпало, то ли Бог его знает. Сейчас вам покажу я. А литовок, к сожалению, с собой не было. Пока их перевезли, вот видите, лопнуло где. Как раз где заканчивается сварка. Вот видите. То ли так совпало, то ли Бог его знает. И вот эта шейка верхняя, там как бы, ну, чернота была, а вот это вот уже где большее тело, тут уже живой металл был. И также у меня сегодня 2 ремня поменял я. Вот они висят. Меняются они здесь легко, но они, те ремни, еще с того года. И плюс вот так же зимовали, я их не снимал. Ну и все как-то так. Сейчас, в общем, собираемся в сторону дома, поднимаем полотна. Завтра также мы будем добивать вот этот клин. Он где-то, наверное, метров 60. Ну и в ту сторону, я бог знает, наверное, больше полукилометра. В общем, точно не могу сказать. Ну и все, едем в сторону дома. Дай бог, чтобы и завтра также бы откоситься, и было бы очень даже здорово.
Ну и, конечно, без поломок бы желательно. И также мне вопрос задавали, сколько примерно ест трактор, ну вот с этой сенокосочкой. Завтра мы с вами и замеряем. Сегодня хорошо очень поработали. Если бы не эта поломка, ну плюс обедали, ну, грубо говоря, 1,5 часа можно выкинуть. Полчаса обедали и час ремонтировались. Ну все, едем в сторону дома. Доброе утро, дорогие зрители. Ну вот сейчас покажу, как и обещал, сколько у нас ушло за вчерашний день. Это у меня полтинничек, канистра. Сосед, он тоже на тракторе тарахтит, на покос собирается ехать. Ладно, будем караулить канистру, чтобы не перелилось, а то может вся уйдет. Ну вот, как видите, бак заправили под горлышко. И вот смотрим, сколько осталось у нас в канистре. Ну, грубо говоря, вот 4-я часть. Но здесь уже считайте сами. 30 с копеечками, даже 35 литров не израсходовал. Приходится заправляться только так. Сенокоской же не поедешь на заправку. Ну все, едем в сторону покоса. Дальше валить траву. Солнышко вон какое. Денек без единой тучки. Все нам этому делу способствует. Ну что, уважаемые зрители, солнце снова у нас село уже за горизонт. И второй день сенокоса у нас подошел к завершению. Сегодня мы поработали очень даже хорошо. Вчерашний клин добили, новый клин начали. Косили мы сегодня, где-то выехали мы с 9 часов утра. Ну, приехали сюда где-то 9:30, то есть поболее мы работали. Время у нас снова 10:30. Поработали очень хорошо. Ну, сегодня еще, что нам повезло, практически без поломок. Заменяли только 2 или 3 раза вот эти вот прижимы. Они у нас готовые есть. Вот эти пластинки изнашиваются. Вот прошу совета, у кого точно такие же сенокоски, подскажите, пожалуйста, что вы делаете, вот здесь вот наклепываете. Родные, которые с магазина идут, пластмасски, они вообще буквально там на полкилометра, на километр, и все, они изнашиваются. Мы вот в строительном магазине пластинки нашли железные, наклепываем сами и все. Так что подскажите, может кто-то по-другому изощряется. Ну и все. Завтра, скорее всего, мы будем сено уже прибирать, так как подходили, когда обедали. Вчерашнее сено уже высохло. То есть будем прибирать. Прибирать будем уже
по-новому, выходим немного на новый уровень. Ну а сейчас мы поднимаем полотна, пьем чайковского на дорожку и едем в сторону дома. Ну все, до завтра. Луна вон какая хорошая, полная поднялась. Можно было в ночь остаться. Но отдыхать тоже надо. Завтра тяжелый день у нас предстоит. Ну все, до завтра. И снова всем здравствуйте. Вот идет у нас третий день сенокоса. Как я уже вчера сказал, что мы сегодня будем прибирать. Сенцо у нас подсохло, он зелененько, шелестит хорошо, разнотравье, хоть чай заваривай. Ну и как я уже сказал, прибирать мы в этом году будем по-новому. Выходим на новый уровень. Вышли в этом году. Вот он у нас идет Т-16, грабли-ворошилки, ГВВ 6А. Ходит он вокруг околка, своего рода спиралью. Каждый раз все больше, больше и больше. Поначалу сильно заузили, так вот такие вот клочки сделал своего рода. Сейчас вроде отрегулировали, нормально идет, бог его знает. Вот он подъезжает. И вот такой волок получается. Бог и знает. Сам еще ни разу не крутил, не прибирал. Пойдет такой волок, не пойдет. Где масса есть, хороший. Где чуть поменьше, вот видите, уже двоякий своего рода получается. А там вот, где плешины, вообще его нету. И вообще массы нету. Практически. Ну, в этом году сенцо более-менее еще. Ну, а крутить мы будем на вот таком вот агрегате. Называется он PR150M. Приобретали мы что грабли, что пресс абсолютно новыми. У нас в области делает, в городе Новосибирске. Как что сейчас будет получаться, буду показывать, конечно же, вам. Ну а сейчас то же самое настраиваем. Мы сейчас с граблями где-то часа полтора только воевали. Пока то, пока все. Не все просто так делается. Ну, в общем, настраиваем. И я вам покажу первый тюк. Ну что, уважаемые зрители, вот и наше первое детище вышло. Вот такое вот кривое. Но ничего страшного. Мне об этом обещали. Ну и вон, видите, плотность сейчас будем регулировать. Как мне сказали, говорит, на первых 10 тюках даже о красоте и не мечтай. Ну ничего страшного, мы их сразу по осени, если что, скормим. Сейчас сразу увезем, да и все. Ну а так, нравится пока, бог его знает. Интересно, первый раз для нас. В общем, сейчас начинаем регулировать. Немного по плотности. Пару миллиметров добавим. Необходимо отрегулировать вот этот вот болтик. Сделаем его чуть-чуть подальше. Вот этот вот.
остановилась. Отпускаем кнопку. Скорость не выключил. Происходит то же самое. Обмотку вы уже видели. Стоит она на втором положении, либо на третьем, смотря откуда считать. Если со стороны трактора, то на втором. Всего там 4 положения. Частоты вращения шпагата, обмотки. Ну что, уважаемые зрители, вот и третий день сенокоса подошел к завершению. Третий закат встречаем на сенокосе, скорее всего не последний. Вот так вот техника выглядит после рабочего дня. Особенно вот пресс-подборщик. Травка, видать, подпересыхает уже, солнце палит. Удалось мне сегодня... Не знаю, не считал, сразу говорю, сколько тюков заготовить. Но мы сейчас посмотрим по бобинам. Сказали в магазине, где-то от 50 до 60 рулонов хватает закрутить одной бобины. Бобина 3 километра. Вот. Получается вот такие вот тючки, рулончики. Не знаю, хорошая это, плотность нехорошая. Врать не буду. Так бы кто посмотрел, кто соображает. Работаю на этой технике, как я уже сказал, впервые полностью. Но я думаю, для начала пойдет. Завтра увижу там одного человека, посоветуемся, что да как. Попрошу, чтобы приехал. Так, да, вот одной бобины нету. Ну, грубо говоря, как минимум 50 штук мы сделали за сегодня. Ту территорию, которую мы в первый день с Владимиром Семеновичем выкосили, мы ее, конечно же, не убрали. Косили мы до вот этого околка, а до околка еще как минимум метров 60. Вот уборки. Ну и все на этом. До завтра теперь. Завтра, я думаю, запрягемся с самого утра. Сегодня как-никак к работе мы приступили уже во второй половине дня практически. Где-то в часа в 2, в 10 где-то выехали, 10:30, пока доехали. Ехать ни много ни мало, а 7 километров. Пока все настроили. То, плюс еще ничего не знаешь, только понаслышке да в интернете. Остался вот здесь вот один волочек. Я его не стал начинать, вдруг... Да полностью, чтобы набить тюк, не хватит, поэтому завтра с него начнем. Ну и там будем дальше продолжать. Ну а сейчас традиционно попьем чайковского и поедем в сторону дома. Пресс поставим в транспортное положение. Что у нас там по времени? Ну, маленечко не дошли до традиционного времени. Ну все, до завтра.
4-й день покоса идет. 2 дня валили, как вы видели, и вот 2-й день прибираем. Ворошилочки гребут, сами видите. Вообще класс. Только массу подавай. Владимир Семенович. Ну все, стоять в такую погоду противопоказано. Только обед, перекус и все. Работаем. Солнце еще высоко. Поставил я сегодня счетчик тюков. Пока 17 штук. Ну что, уважаемые зрители, традиционно по сумеркам завершаем заготовку кормов. 2 суток мы косили, но за 2 суток не получилось у нас все прибрать сено. Но завтра, дай бог, приберем. Вот такие вот рулончики у нас получаются. Но сейчас, к сожалению, ничего уже не видать практически. Владимир Семенович как будто как знает, как говорится, как талант не пропьешь. Оставил столько волков и, чтоб, видать, по сумеркам закончил. Ну, зато все прибрал. Уезжал он было 82, сейчас 94. 94 рулона за сегодня я накрутил. Ну, своего рода личный рекорд. Ну все, сейчас собираемся. Все в транспортное положение. Итоги будем делать завтра утром. Ну что, уважаемые зрители, вот и завершилась у нас заготовка грубых кормов. Косили мы, в общем, 2 дня. Убирать пришлось 3 дня. Так получилось. Теперь вот по всему полю ровненькое поле и одни вот эти катышки, рулоны. Техникой приобретенной, в принципе, доволен. Есть свои плюсы, есть свои минусы. Грабли вообще понравились. Единственное, только вот гидроцилиндр плохо поднимает. Но это не у меня одного, и у других, с кем общался, тоже есть такое дело. При движении поднимает, а так как-то не очень поднимает. Но у меня к вам есть такой вот вопрос. Кто общается давно-давно с рулонами, подскажите, пожалуйста, кто как их хранит. Я понимаю, что 90% из всех хранят под открытым небом в штабелях, кто-то под навесами, но вот у меня, допустим, навесов нету. В интернете смотрел, кто-то их и накрывает чем-то. Нет такого, что там конденсат отпачивает или еще что-либо. В общем, напишите, пожалуйста, если не трудно. Ну и все на этом. Будем завершать наше видео. Спасибо всем, кто смотрел. Задавайте вопросы. Отвечу всем без исключения. Ставьте лайки, дизлайки. Без них тоже никуда. Ну и всем до новых встреч. Всем всего доброго. Ну и как я уже всегда говорю, не ломайтесь.